Мигранты, совершившие нападение на депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самаре, избивать людей начали еще на пляже. Народный избранник сообщил, что они сначала напали на пожилого мужчину, забрав мяч, затем ударили водителя маршрутки, после чего зашли в магазин и устроили там погром. Позже они напали на двух мужчин, свидетелями чего мы стали, и не стали проезжать мимо, вмешались, рассказал парламентарий. Недавний инцидент ярко продемонстрировал, что в нашей стране никто не застрахован от нападения среди бела дня. Независимо от социального статуса или должности, каждый может стать жертвой бессмысленной агрессии. Разберем все подробности в нашем выпуске. Просьба поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Следует напомнить, что Михаил Матвеев, депутат Госдумы из Самары, активно борется с проблемой миграции в России. Его предложения находят отклик среди простых россиян, но часто игнорируются коллегами по парламенту. Забегая вперед, стоит отметить, что если народные избранники снова закроют глаза на это происшествие, общество, возможно, будет вынуждено принимать меры самостоятельно и требовать отчетности от своих представителей. Информация о нападении на Матвеева пока скудна. Известно лишь, что подозреваемые приставали к прохожим, и Матвеев, проезжая мимо, решил вмешаться. Заступничество стоило ему дорого, его неожиданно ударили по голове тупым предметом. После этого нападавшие скрылись с места преступления. Видео четко показывает, как Матвеев заметил группу людей с восточной внешностью, пристающих к прохожим. Один из них держал палку в руках. Депутат попросил водителя остановиться и вышел из машины, несмотря на предупреждение водителя. «Смотри, чтобы они тебя не побили». Михаил Николаевич проигнорировал предупреждение и скомандовал: «Так, ребята, остановились», после чего Матвеев тут же получил сокрушительный удар по голове. Позднее Матвеев раскрыл новые подробности ситуации. Здесь группа мигрантов, 3 человека, шли от набережной по 9-й просеке. Задирались к прохожим. Мы увидели, как происходит эта драка. Остановились с водителем, чтобы остановить их. Они шли с палкой и избивали людей. Я только вышел, достал удостоверение, сказал «остановитесь» и сразу получил удар в голову. Рассекли мне там все, поэтому сидим, в лучших российских традициях 40 минут, уже ждем полицию, скорую, никого нет. Но одного задержали, добавляет депутат. В этот момент Матвеев перевел камеру на молодого человека, который говорит: «Я сказал, я никого не трогаю». «Камера есть, что ли?» Депутат также назвал произошедшее мигрантским беспределом. Еще на одном видео Матвеев показал на камеру паспорт парня, которого он остановил. Его зовут Мурод Мусуров, ему 19 лет, он гражданин Узбекистана, уроженец Сурхандарьинской области. Депутат при этом уточнил, что палкой его ударил другой нападавший. Помощник же говорит, что видел, как тот гонял мужика на «Волге». Стоит отметить смелость самого депутата, который, несмотря на нанесенный удар, сумел вместе со своим водителем задержать одного из нападавших. Судя по анализу записи, ударил вот этот парень, у которого в руках были камни, которые я не заметил. Ударил сразу, несмотря на поднятое мной удостоверение и призыв остановиться. Он несовершеннолетний. 2 других. Один гражданин Узбекистана, другой ценный специалист, Бахиров, таджик, уже получил гражданство РФ, и уже тут 3 судимости, все закончившиеся применением сторон. Он был в группе старшим. Бить людей начали еще на пляже, там напали на пожилого мужчину, отняли мяч, потом ударили водителя маршрутки, затем зашли в магазин, там устроили дебош. Далее напали на 2 мужчин, свидетелями чего мы стали, и не стали проезжать мимо, вмешались, пишет Михаил Матвеев в своем телеграм-канале. И позже добавляет: банда оказалась интернациональной, главарь Бахиров, таджик, трижды судимый, себя заявил как сторонник АУЕ, типа смотрящего по району. Но принять статус во время допроса отказался, кичился, что он боец ММА, втирал в полицию про свои бои, какой у него рейтинг, но дрался боец. Как мы помним, палкой. 2 узбек, 3 вырусь, и были еще с ними 2 любительницы плова, которые сбежали. Пока на пути у них не встал я со своим водителем Василием, они избили по дороге, как потом выяснилось, уже 3 или 5 человек шли по улице и били, кто попадался, рассказал депутат. То есть, не прошло и нескольких часов с момента нападения, как еще 2 задержали, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Как это комментировать, честно говоря, непонятно. Причем именно Михаил Матвеев буквально на днях опубликовал список законопроектов, направленных на ужесточение миграционного законодательства, которые дружно были отклонены Госдумой.
Депутат Михаил Матвеев выступал разработчиком законопроектов об ограничении круга лиц, которые признаются соотечественниками, о лишении приобретенного гражданства за нарушение присяги гражданина, а также о запрете покупки оружия иностранцами. Касательно закона о соотечественниках авторы поясняли, что по программе переселения в Россию переезжают преимущественно граждане Таджикистана, Казахстана и Армении, которые, как правило, не являются представителями народов, исторически проживающих на территории России. Матвеев выступает не только против засилия мигрантов. В числе его законопроектов есть еще один, тоже отвергнутый депутатами, согласно которому в России должно быть запрещено ношение закрывающих лицо головных уборов, в том числе и никабов, из-за чего он стал получать нешуточные угрозы уже от наших радикально настроенных соотечественников. В заключение Михаил Матвеев сообщает в своем телеграм-канале. Пишут, что Госдума собирается ужесточить миграционное законодательство, симки не будут мигрантам продавать безличные явки в офис и что-то еще. Дела важные. Вот только трижды судимого таджика с российским паспортом, которого я пытался вчера задержать, это никак не коснется. Дума же не хочет лишать гражданства за тяжкие преступления, не говоря уж о нетяжких. Хотя вода камень точит, подытожил депутат. Если Госдума проигнорирует случившееся, и если после этого не будут самым срочным образом приняты соответствующие ужесточающие поправки в законы РФ, то дело, судя по всему, точно плохо. Нас уже в ЦИОМ начал убеждать, что 8 из 10 россиян не испытывают негативных эмоций к мигрантам, приехавшим в их населенный пункт из других стран. Такое же число респондентов не боятся и не тревожатся из-за находящихся рядом с ними людей другой национальности. Ну, господа, продолжайте в том же духе. Рассказывайте сказки и дальше. Успокаивайте себя, только помните о случае с Матвеевым и еще о сотнях других. И о том, что это однажды коснется всех. Вот что сказал Алексей Живов в связи с этими событиями. Все, добро пожаловать в новую эпоху. Нападение на депутата Матвеева – это уже политический террор. Матвеев предъявил удостоверение депутата ГДРФ, но мигранты напали на него без раздумий. Вскоре этнопреступников начнут нанимать для устранения любых неугодных политиков, бизнесменов, журналистов. А может, просто под горячую руку начнут попадать федеральные чиновники, судьи и так далее. Количество ветеранов, пострадавших и погибших от рук мигрантов, уже не сосчитать. Страшное время грядет, заключает Живов. Тем временем Управлением Следкома России по Самарской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Грубое нарушение общественного порядка», выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Максимальное наказание – до 7 лет лишения свободы. Будем надеяться, что теперь дело не закончится примирением сторон. Вот как все это комментируют люди в социальных сетях. Начинаешь читать утренние новости, и как будто я в другой стране, не в России, а где-то на Диком Западе, где все решается силой, глупостью и деньгами. Страшно жить на свете становится, пишет Алексей. Статья 282 УК, где? Очевидно, что здесь ее целесообразно применить. Почему Шваль с 3 судимостями все еще в России? Как можно ему было выдать гражданство? Задается вопросами Анастасия. Вот только что прочитала, что 81% из опрошенных не испытывает к бесценным специалистам негативных эмоций. Хотелось бы спросить, где проводился этот опрос, у кого еще теплят надежду наводнить нашу страну этими дикарями? Пишет Татьяна. А что по поводу всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если этого еще не сделали. Всем добра, всем пока!